Друзья, всем привет! Я уже давно хотела приготовить такой яблочный пирог, но все время откладывала. То формы подходящей не было, то начинка меня не привлекала. Но вот неожиданно купила форму и пришлось приготовить. К тому же попался очень интересный рецепт, где в начинку из яблок добавляют специальный соус, а это намного интереснее, чем просто тушеные яблоки в сковороде. После этого аргументов не приготовить американскую классику у меня не осталось. Ну что, начнем с приготовления теста. Понадобится обычная мука, у меня высшего сорта, добавляю к ней соль и сахар и перемешиваю. Следом идет максимально холодное сливочное масло. Натираю его на терке вместе с мукой. Если у вас есть нужного размера измельчитель, можете использовать его, но можно справиться с обычной теркой. Перед тем, как тереть масло, обваливаю его в муке, так оно не будет прилипать к самой терке. Во многих рецептах это тесто называют слоеным, но до слоеного теста ему далеко, совсем не та технология приготовления. Это обычное рубленое тесто. После измельчаю массу в мелкую крошку. Просто перетираю руками, чтобы масло соединилось с мукой и стало более-менее одной фракцией. Важно не перегреть масло, делайте это быстро. Теперь добавляю ледяную воду. Я ее поставила заранее на некоторое время в морозильную камеру с кубиками льда. Нужно добавить где-то 6-8 ложек воды. Но смотрите, не добавляйте ее слишком много, потому что тесто не должно быть сильно влажным, так как оно впоследствии может стать неудобным при раскатке. После добавления воды перемешиваю все ложкой до того момента, пока это легко дается, а потом нужно соединить все в один комок руками. Замешивать тесто не нужно. Если вы готовите тесто с помощью комбайна, то как только ножам измельчителя станет трудно перемешивать тесто, доставайте его и соединяйте в один комок руками. Я выкладываю тесто на стол и разделяю его на две части. Тесто не должно прям идеально соединиться, будут трещинки по бокам, это нормально. Главное соединить все вместе, чтобы тесто могло отдохнуть и нормально стабилизироваться. Просто стараюсь заготовки из теста сделать максимально ровными, чтобы потом его было удобно раскатывать. В процессе помогаю себе шпателем. Ну вот, два диска теста сформировано. Теперь нужно завернуть их в пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на 1 час. Кстати, это тесто можно приготовить заранее и хранить в морозилке. Я хранила его в морозилке и достала уже тогда, когда решила испечь пирог. Приготовление начинки начинаю с соуса. Сливочное масло нужно растопить в сотейнике на среднем огне. Напоминаю, что все граммовки ингредиентов вы можете найти в описании под этим видео. После того, как масло растаяло, добавляю муку и, постоянно помешивая, варю около 1 минуты. Теперь нужно налить воду, добавить сахар и довести смесь до кипения. Когда смесь закипела, продолжаю еще кипятить около 3 минут, постоянно помешивая венчиком. В конце я решила добавить ванильный экстракт, с ним начинка станет еще ароматнее. Ну вот и все, соус готов. Снимаю его с огня и переливаю в миску. И сразу приступаю к подготовке яблок. Обязательно нужно очистить их от кожуры. Никакой твердости не должно быть в этой начинке. Теперь удаляю сердцевины у каждого яблока и очищаю все то, что осталось. Делайте это удобным для вас способом. Теперь нарезаю яблоки тонко слайсами. Почему слайсами и тонко? Потому что это позволит яблокам приготовиться, дойти до нужной кондиции в духовке. Если нарезать кубиком или крупно, то яблоки останутся твердыми. Именно поэтому во многих рецептах их сначала тушат на сковороде, а потом добавляют начинку и допекают в духовке. В данном случае мы термически обрабатываем яблоки 1 раз, а не 2. После того, как нарезали яблоки, необходимо посыпать их корицей и перемешать. Следом выливаю соус. Когда он остывает, он густеет, потому что там есть сливочное масло. Но сейчас слегка поредеет, потому что вступит в реакцию с яблочным соком.
Это нормально. Осталось только все перемешать, и начинка готова. В день приготовления пирога не забудьте достать тесто из холодильника заранее и дайте ему полежать при комнатной температуре, чтобы оно стало податливым для раскатки. Нужно присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать нижний корж в круг диаметром около 30 см, не меньше. Я буду использовать для выпекания пирога форму диаметром 26 см. Разломы теста, трещины по краям можно поправить руками, придав тесту равномерную форму. Раскатав тесто, оборачиваю его вокруг скалки, чтобы аккуратно перенести его на форму и не повредить. Распределяю тесто по форме, слегка прижимая его руками и фиксируя по всей поверхности. Сверху отправляю яблоки. Постарайтесь, чтобы на края теста не попадала начинка, чтобы впоследствии нижний корж теста и верхний могли склеиться между собой. Аналогичным образом поступаю и со вторым тестом. Раскатываю его в пласт диаметром не меньше 30 см. Это тесто нужно нарезать на полосы, по возможности одинаковой толщины. Я использую нож для пиццы, им очень удобно нарезать тесто. Если у вас нет такого ножа, используйте линейку и обычный нож. Должно получиться минимум 10 полос. А теперь нужно расположить эти полоски в виде плетеной решетки. Беру сначала полоску, самую длинную, и кладу ее посередине, а потом по 2 полоски с двух сторон, примерно на одинаковом расстоянии. Потом поднимаю 3 полосы и кладу полоску так же, как и в первый раз, посередине. Опускаю эти края и поднимаю те полосы, которые оказались внизу. И теперь по такому же принципу делаю всю плетенку. Края теста можете обрезать ножом или ножницами, либо же завернуть их в середину и придать форму. Проще говоря, аккуратно зафиксировать вместе края верхнего и нижнего теста. И обязательно нужно смазать сверху решетку из теста желтком, слегка взбив его со столовой ложкой воды. Вместо воды можно добавить немного молока. Выпекайте пирог при температуре примерно 170 градусов в течение часа. Если во время выпечки вы заметите, что верх слишком рано стал подрумяниваться, накройте верх пирога листом фольги и откройте его за минут 10 до окончания выпекания. Выпекайте пирог до тех пор, пока яблоки не станут мягкими, а начинка не начнет пузыриться через отверстие. У меня время выпекания заняло чуть больше часа. Перед подачей обязательно нужно выдержать пирог при комнатной температуре минимум 1 час. Получается очень вкусно, яблочно и сливочно. Главное, чтобы яблоки не остались твердыми, поэтому не спешите слишком рано доставать пирог из духовки. Буду очень рада, если этот рецепт будет вам полезен. Ставьте лайк этому видео, сохраняйте его в закладке и не забудьте подписаться на мой канал.